Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю очень вкусный банановый зефир с шоколадом. Зефир я буду готовить на заварной основе. Зефир получается очень плотным, очень быстро стабилизируется. И готовить я его буду даже без кондитерского термометра. Все подробно покажу и расскажу в данном видео. Готовить этот зефир я буду на агар-агаре без использования желатина. Итак, здесь в емкости у меня 200 грамм очищенных бананов. Я их пробиваю сейчас блендером. Получается пюре. В это пюре я добавляю сейчас 1 столовую ложку свежевыжатого лимонного сока. Все хорошо перемешиваю. Лимонный сок мы добавляем для того, чтобы пюре оставалось светлого цвета и чтобы была очень приятная, едва заметная кислинка. В ковшике у меня 100 мл воды, такой едва теплой. Добавляю туда 8-10 грамм агар-агара. Сила геля агара, желирующая сила, 900. Добавляю также 170 грамм сахара и размешиваю. Даю постоять несколько минут для набухания. Теперь я добавляю туда все банановое пюре. Хорошо перемешиваем. Для получения желтого цвета я добавляю 1/4 чайной ложки куркумы. Вы же можете не добавлять. Куркума, когда проваривается, будет давать более интенсивный цвет. Зефир мы будем готовить без красителей. В емкости у меня 65 грамм яичного белка и также 150 грамм сахара, включая пакетик ванильного сахара. Я уже заранее приготовила насадку кондитерскую и кондитерский мешок. И также растопила в микроволновке 100 грамм шоколада. Также поместила его в мешок. Это все нам нужно будет потом для отсаживания зефира. Я выливаю в дежу миксера яичный белок 65 грамм. Вся посуда должна быть очень чистой и обезжиренной, где мы будем взбивать белки. Добавляю пакетик ванильного сахара и начинаю взбивать уже на полной мощности миксера. Сироп я ставлю на огонь и начинаю его доводить до кипения. Ввожу в белки весь сахар и взбиваю теперь белки непрерывно на полных оборотах миксера. Миксер у меня 700 Вт. Чуть-чуть повзбивала и добавляю 1/4 чайной ложки лимонной кислоты в белковую массу. Белки будут более стабильными и зефир не будет приторным. И вот сейчас важный момент. Сироп начинает закипать. Такие активные пузыри пошли. И вот с этого момента сейчас мы отсчитываем ровно 3 минуты. И я сейчас буду уваривать сироп на полном огне 3 минуты при непрерывном помешивании. Будут идти такие очень активные пузыри. Смесь заметно загустеет. Она станет более желтой, потому что куркума в горячем виде даст вот этот эффект окрашивания. И спустя 3 минуты я снимаю смесь с огня и тонкой струйкой с края ввожу в белки. Сахар предварительно в белках полностью не растворится. Он растворится только когда мы введем полностью всю смесь. Когда мы ввели весь сироп в белки, с этого момента я взбиваю примерно 1,5 минуты. 1,5 минуты прошли. Я останавливаю миксер. Теперь я уже для себя знаю, что вот когда 1,5 минуты, примерно 50-55 градусов будет масса. Вот такая плотная она уже получается. 50 градусов Цельсия она достигла у меня. Масса готова. Она уже сама не сползает с венчика.
Я обрезала у кондитерского мешка с шоколадом кончик, вкладываю кондитерский мешок с шоколадом в большой мешок кондитерский, наполняю его полностью зефирной массой. Начинаю отсаживать зефир. Работать нужно быстро, потому что зефир очень быстро стабилизируется. Из этого количества зефирной массы получается ровно 30 половинок. Вот такой зефир получается. Стабилизируется зефир очень быстро, буквально за пару часов. У некоторых может потребоваться и несколько часов. У меня же он буквально за 1,5 часа уже стабилизировался. Здесь получается по сути 30 половинок, просто последняя у меня там уже плохо выходила масса. При отсаживании этих зефирок нужно следить, чтобы шоколадный вот этот вот корнетик у нас не падал в саму насадку. Вот это важно. У меня прошло где-то 1,5 часа, и я уберу мой зефир где-то на 15 минут в холодильник. Только для того, чтобы стабилизировался шоколад, потому что у меня в помещении очень жарко. Если же в зимнее время будете делать, этого, может быть, вам и не понадобится. Я достала уже зефир из холодильника. Вот так прекрасно он нарезается. Буквально спустя вот здесь 2 часа уже после отсаживания. Идеальный разрез у него получается. Посыпаем сахарной пудрой. У меня здесь не тающая пудра. Вы же можете смешать сахарную пудру с крахмалом. Так делаем, чтобы дно зефирок было не посыпано сахарной пудрой, чтобы они хорошо друг к другу прилипали. С боков тоже посыпаем пудрой. В принципе, зефир уже готов. Вы можете делать просто банановый зефир без шоколада, то же самое, но с шоколадом необыкновенно вкусно получается. 15 половинок получается вот из данного количества зефирной массы. Зефир получается очень вкусным. Бананы берите ароматные. Есть, потому что бананы такие невкусные. Здесь нужно выбрать бананы. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.